Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в Эмирате Шарджа, на месте, где вскоре, что здесь будет вскоре, нам лучше всего расскажет Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Долгожданный, я думаю, видеорепортаж, наконец-то, который так долго хотели видеть все наши партнеры, да, в общем-то, и многие сотрудники нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят дела сейчас. Вскоре здесь будет действительно построен инновационный центр Skyway. И это наша земля, 25 гектаров. Уже идет стройка, причем в разных местах. Да, начало было трудное. И начало стройки затянулось не потому, что мы не знали, не умели, или не было возможности, или не было денег. Все это есть. И было еще полгода назад. Затянулись согласования. Оказалось, что все-таки строить и продвигать инновационный проект в другой стране, с другим менталитетом, это очень сложно. То есть все это время заняли все возможные согласования. Даже то, что мы, например, в Беларуси построили без проблем гостевой домик, так называемый, да, где штаб-квартира, офис, стройки. Мы здесь тоже строим деревянный дом, как офис и как штаб стройки. В Беларуси мы это построили без проблем. А здесь нам у нас полгода ушло на то, чтобы согласовать, потому что законодательство Шарджи запрещает строить деревянные здания. Законодательство. И поэтому пришлось получать разрешение даже у высочества, шейха Шарджи. Пришлось получать согласование у МЧС и пожарных служб не Шарджи, а уже Эмиратов. То есть это оказалось непросто, но все вроде позади, да? И поэтому сейчас, то стройку там мы начали раньше, но активная фаза начинается только сейчас. И вот мы, например, стоим, здесь будет линия, это первая линия, 400 метров, там будет 3 пролета, 100, 200 метров, 100 метров. Так? И мы вообще-то планировали выйти на площадку в сентябре. Вы видите, вышли в феврале. Хоть вышли? Да, вышли, но если опять же подрядчики не подведут, не мы строим, есть подрядчики, то, как я обещал, даже то, что мы начали позже, фактически на полгода, мы можем в апреле уже показать ее. Если не подведут подрядчики, а это не мы, это местная компания, потому что мы не можем сами работать. Мы можем только консультировать и осуществлять авторский надзор. Главное, чтобы мы свою часть работы сделали вовремя. Нет, так свою-то часть мы сделали. Мы проект сделали еще до сентября. Это огромная работа. Если кому-то заказать проектные работы, это целый комплекс. То есть застроить 25 гектаров земли, построить там 4 линии, инфраструктуру, станции, вокзалы, депо, будущий институт, университет, да? Планировку сделать, сети заложить. То есть эту мы работу сделали еще к сентябрю. И здесь не Беларусь, где мы могли начать стройку без разрешений, без согласований. Там наказывали, не сильно, так скажем. А потом, все-таки мы же инвестиции привлекли, мы работаем здесь. Поэтому мы потом вели как самострой. Там некоторые говорят, они самостроем занимались. Если бы мы согласовывали, как и здесь, то, наверное, до сих пор мы еще бы согласовывали в Беларуси. А так, по факту, мы ввели, мы построили по факту, и приняли. Понимаете? Здесь другая страна, здесь так не проходит. Да? Поэтому мы с этими трудностями сталкиваемся впервые и нарабатываем опыт, как работать в других странах. Восток дело тонкое. Да. А где тонко, там и порваться, если неправильно, так? Все нормально, все правильно. И тут и наши стоят, и вон там, хозяева технопарка, это университет, американский университет Шарджи, который построил за свои деньги шейх, его высочество Шарджи, так? И поэтому это, как можно сказать, часть университета на самом деле. И потом у нас здесь тоже будет свой институт Skyway, где мы будем готовить специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации струнных дорог. И вот мы стоим
там, где будет одна из промежуточных опор. Вот размечен, здесь будет фундамент, будет выкопана яма. Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место Вот, не сказать, что вы самые красивые. Вот очень красиво, когда мы планировку сделаем, посадим здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будет ям. И вспомните, как я ходил в Мариной Горке по танковому полигону, там бурьян, ямы, пропитано все порохом. В августе 2015 года, да, помню. Ну, 3 года, да, с небольшим. И я же говорю, здесь будет построено, и оно построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. Здесь будет вот эта линия 400 метров, там пройдут еще 3 линии длиной по 2,5 километра. Мы покажем все типы дороги и подвижного состава. И поэтому для этой линии с нашей стороны не было задержек. Мы спроектировали, уже изготовили, это уникальную машину, она принципиально новая, Юникар Т, тропический, в тропическом исполнении. Он уже готов, он уже прошел испытания в термокамере, неделю испытывался при температуре плюс 60. Прошел успешное испытание, сейчас его уже скоро повезут на тестовые испытания в экотехнопарке в Мариной Горке. И после обкатки тестовых испытаний мы можем уже потом через, ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова. Но это опять же, это подрядчики, а не мы ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля прикатить уже первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу рельсы, мы откатали их в Австрии, в Вене, и они были готовы еще в октябре месяце. И прибыли сюда на стройку, ждали его свою. Может, давайте на месте и посмотрим? Да, ну здесь вот фундамент, там будет станция Анконапора, давайте пройдем, тоже посмотрим, там уже, да, яму выкопали, параллельно дороге будет. То есть параллельно дороге, вот здесь будет идти первая линия? Да, это первая стадия проекта. Это, значит, полностью готовый комплекс, 2 Анконапоры совмещенные со станциями по концам. Тут какая особенность, здесь насыпной песок. И законодательство, опять же, Шарджи запрещает строить на насыпном песке здание сооружения. Надо отрывать его до материкового грунта. Потом там уже вот материковый грунт. И уже на него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы уплотнить водой. Так? Потому что он все равно рыхлый. Вот здесь вот станция Анконапора, она пойдет вот линия туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то, расчет нагрузка около 300 тонн. Горизонтальная нагрузка. Но я думаю, что строить в Белоруссии в глине было не намного проще, чем на песке. Ну, я думаю, сложнее, потому что здесь вот, видите, зима. Я так замерз. Помните, как мы снимали, когда это там сосульки, да, висели, да, на носу? Да, мы снимаем морозным февральским днем. Поэтому, естественно, здесь проще строить, да. Но, правда, есть другая, там крат на селе, там жарковато. Но здесь обычно рабочие кадры, это Индия, из Индии, там, Пакистан, там, других стран, где, ну, жаркий климат, и поэтому они более-менее привычны к жаре. Это нам. Судя по прорабу, и белорусы тоже. Здесь мы сейчас находимся возле временного склада, где вот сюда уже несколько месяцев назад прибыли рельсы. То есть мы свою работу сделали вовремя? Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рельсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, с более толстой стали.
и они способны нести большую нагрузку, чем те, да? Ну, мы стоим на фундаменте, нет, подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже ветер мотор возводит. Гостевого дома, где будет штаб-квартира и наш офис. Это уникальный деревянный дом, экодом, где внутри будет сад, пустыня, где кругом песок. Кстати, какая красота. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и с каждым месяцем в вашей жизни будет наступать новая, более высокая стадия развития. Строй Skyway! Спасай планету!